Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по самым глубоким и загадочным местам нашей планеты. Земля полна тайн, и под ее поверхностью скрываются бездны, которые вызывают восхищение и страх одновременно. От бездонных океанских впадин до таинственных каньонов. Каждая из этих глубин имеет свою историю. Вы когда-нибудь задумывались, есть ли жизнь на дне Марианской впадины, или на какую глубину человек может спуститься под землю? В этом видео мы не только покажем вам самые глубокие места на Земле, но и расскажем, как они появились и какая в них скрывается опасность. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. Это поможет в развитии нашего канала. А теперь приготовьтесь к захватывающему погружению в самые глубокие уголки нашей планеты. Поехали! Шахты Таутона. 5000 метров. Начнем наше исследование самых глубоких мест в мире – шахты Таутона, расположенной в ЮАР. Неподалеку от Йоханнесбурга находится несколько самых крупных в мире золотых шахт, ежегодно производящих более 50% от всей мировой добычи драгоценного металла. Самая глубокая шахта называется Таутона и уходит под землю почти на целых 5000 метров. Здесь шахтеры добывают руду с самой высокой концентрацией золота – 9 граммов на 1 тонну. Температура в выработках может подниматься намного выше 60 градусов, но нет ничего, что мы не сделали бы ради этого сверкающего металла, не так ли? Каждый день в шахту Таутона спускаются тысячи рабочих. У некоторых из них путь до рабочего места занимает 1 час. Работа в глубокой шахте очень опасна. По данным статистики, каждый год в ней гибнет в среднем 5 человек. За последние годы рудник Таутона превратился во всемирно известную достопримечательность. Однако туристам разрешено посещать лишь верхние уголки рудника. Спускаться на его самые нижние уровни без специального снаряжения опасно для жизни. Впадина Малоэ – 5500 метров. Считается, что Северный Ледовитый океан – это самый маленький океан в мире, и его глубина тоже самая маленькая. Но здесь есть одно место, которое по праву зовется бездной. Это впадина Малоэ. Самая глубокая точка Северного Ледовитого океана расположена в проливе Фрама, пролегающим между Гренландией и архипелагом Шпицберген. Этот объект получил свое название в честь ученого-исследователя ВМС США Артура Маллоя, который работал в Северной Атлантике во второй половине 20 века. Край впадины находится на глубине 2700 метров и имеет площадь 600 квадратных километров. Обнаружена впадина Малоэ была еще полвека назад, в 1972 году. Однако погрузиться в эти холодные глубины не рискнул никто. Первым, кто достиг дна этой впадины, стал американский исследователь Виктор Весково во время экспедиции Five Deeps 24 августа 2019 года. Большой каньон Ярлунг-Цангпо – 6000 метров. Самый большой каньон на земной суше Ярлунг-Цангпо расположен в Тибетском автономном регионе в Китае. Он простирается на 505 километров в длину и имеет более 6 километров от самой глубокой его точки до самой высокой. При этом средняя глубина каньона составляет 2270 метров. Каньон образовался примерно 3 миллиона лет назад в результате движения литосферных плит, что вызвало мощную эрозию местности. Это место является одним из мест на Земле, куда еще не добралась цивилизация. Да и людям вообще туда не очень-то легко добраться. Каньон проходит между двумя гималайскими горами – Гуалапери, высота которой 7294 метра над уровнем моря, и Намча-Барва, высотой 7782 метра. На дне каньона течет одна из крупнейших водных артерий Южной Азии – река Цангпо. Еще одной особенностью этого места является его экосистема и климат, который в зависимости от места меняется от арктического до субтропического. До 1990-х китайские власти запрещали путешествовать по каньону, так как немало его покорителей погибало. Но затем запрет сняли. Зондский желоб или Яванская впадина – 7729 метров. Глубочайший желоб был открыт в 1906 году немецким исследовательским судном Planet. Зондский желоб расположен в восточной части Индийского океана. Он простирается на 4-5 тысяч километров, начинаясь от материкового склона Мьянмы в направлении острова Ява.
В зондском желобе австралийская плита подныривает под плиту Сунда, формируя зону субдукции. Желоб сейсмически активен, он является частью Тихоокеанского огненного кольца. Здесь расположены одни из самых мощных и опасных вулканов в мире. Максимальная глубина впадины составляет 7729 метров. Как вы думаете, такой желоб может преподнести научному миру неожиданные находки? Конечно же, да. Например, почти на самом дне зондского желоба морские биологи запечатлели осьминога рода Гримпотефтис или осьминога Дамбо. Как он может существовать под таким сумасшедшим давлением толще воды остается загадкой. Южно-Сандвичев желоб – 8264 метра. Южно-Сандвичев желоб расположился в Южном океане и в юго-западной части Атлантического океана. Он тянется с внешней стороны Южно-Сандвичевой островной дуги примерно на 1380 километров. Южные Сандвичевые острова около желоба составляют вулканическую островную дугу, образовавшуюся в результате действующего вулкана на горе Белинда и на острове Монтегю. Сам желоб имеет V-образную форму. Согласно одним источникам, максимальная глубина впадины 8264 метра, по другим – 8228 метров. Средняя глубина – 3270 метров. Как и впадина Малоя, Южно-Сандвичев желоб был исследован в 2019 году американским исследователем и предпринимателем Виктором Весково в рамках его экспедиции Five Deeps. До этого момента Южно-Сандвичев желоб вообще не исследовался. Глубина Милуоки, впадина Пуэрто-Рико – 8740 метров. Глубина Милуоки – это самая глубокая точка впадины Пуэрто-Рико и всего Атлантического океана. Свое название она получила в честь корабля ВМФ США, который обнаружил это место 14 февраля 1939 года, зафиксировав глубину 8740 метров. Сам желоб Пуэрто-Рико имеет максимальную глубину не более 8376 метров. Его длина составляет 1754 километра, а ширина – около 97. Пуэрториканская впадина расположена на границе Карибского моря и Атлантического океана, там, где проходит разлом. Желоб является следствием субдукции, когда одна тектоническая плита скользит под другую, создавая глубокую долину. В этой зоне часто происходят землетрясения, которые провоцируют возникновение цунами. По мнению многих геологов, в этом месте вскоре может произойти извержение вулкана, которое вызовет гигантскую океаническую волну и, возможно, погубит множество людей. Желоб Кермадек – 10047 метров. Желоб Кермадек, длина которого составляет примерно 1200 километров, находится в южной части Тихого океана у северного побережья Новой Зеландии. Его самая глубокая точка, которая носит название глубина Шолля, опускается ниже уровня моря на 10047 метров. Просто представьте, что это больше, чем высота самой высокой горы на Земле – Эверест. Данное уникальное образование было открыто в 1889 году экспедицией во главе с английским кораблем «Пингвин». Полностью изучен желоб был позже, в 1958 году, советским научно-исследовательским судном «Витязь». А свое название желоб получил в честь Йоана де Кармадека, французского мореплавателя и путешественника. Один из самых глубоких океанических желобов является домом для очень редких морских существ, например, для красной морской удилки Гигантактис и редкой глубоководной морской звезды Гименастер. Команде исследователей из Китая и Новой Зеландии удалось сфотографировать их во время миссии в ноябре 2022 года. Филиппинский желоб – 10540 метров. Как вы уже догадались по названию, эта глубоководная впадина расположена к востоку от Филиппинских островов. Ее протяженность 1320 километров от северной части острова Лусон до Малукских островов. Самая глубокая точка достигает 10540 метров. Склоны желоба асимметричные, осложнены ступенями и уступами, расчленены каньонами. Дно узкое, разделяется порогами на отдельные плоскодонные впадины. Образовался он миллионы лет назад в результате столкновения литосферных плит.
По сути, Филиппинская впадина – это следствие медленного по 16 сантиметров в год погружения базальтовой 5-километровой ширины филиппинской морской плиты под более широкую, но меньшего веса гранитную евразийскую плиту. Первое исследование желоба по всей протяженности произошло в 1912 году немецким гидрографическим судном «Планет». Кстати, ученые долгое время считали, что Филиппинская впадина – самая глубоководная точка Тихого океана. Желоб Тонга – 10 882 метра. Желоб Тонга – главный соперник Марианской впадины, занимающий второе место в нашем списке. Он находится в западной части Тихого океана и простирается вдоль подножья восточного склона одноименного подводного хребта от острова Самоа и желоба Кермадек. Желоб Тонга имеет общую протяженность 860 километров и опускается на максимальную глубину 10 882 метра. Этот желоб находится в огненном кольце на территории с высокой тектонической и вулканической активностью. Здесь ежегодно происходят несколько сильных землетрясений, а рождение большому разлому дало то, что долгое время Тихоокеанская плита погружалась в мантию. Отметим, что желоб Тонга до сих пор пристально не исследован, поэтому о нем нет обширной информации. Марианская впадина – 10 994 метра. Это самая глубокая точка на Земле и один из самых таинственных ее уголков. Марианская впадина располагается в западной части Тихого океана, недалеко от Марианских островов. Она представляет собой огромный морской заповедник в статусе национального памятника США, поэтому находится под охраной государства. Глубокий желоб сформировался много миллионов лет назад в результате сдвига тектонических плит. Один пласт погрузился под другой, ушел в мантию Земли и образовал впадину. По форме Марианская впадина напоминает грандиозных размеров полумесяц – 2550 километров длиной и 69 километров шириной. Самая глубокая точка, 10 994 метра, ниже уровня моря, называется бездной Челленджера. Все логично, ведь самое глубокое место на Земле было открыто в 1875 году английским судном «Челленджер». Здесь напрочь отсутствует солнечный свет. Средняя температура воды колеблется от 1 до 4 градусов Цельсия, а давление в 1000 раз превышает давление на суше. Несмотря на все эти неприветливые условия, множество уникальных морских видов живет в Марианской впадине. Более того, нескольким людям и аппаратам также удалось преодолеть путешествие в темную бездну и вернуться назад на поверхность океана. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться с нами в комментариях, какое самое глубокое место на планете стало для вас открытием.